Евгений Андреевич давно привык встречать утро раньше всех в своей небольшой лесной деревне. Ему было уже 62, но уходить на покой он не собирался. Почти 40 лет он работал смотрителем заповедного леса, знал каждую тропу, каждую поляну и даже по следам мог определить, какой зверь недавно прошел между деревьями. После смерти жены Марии жизнь его стала тише. Дочь Ольга давно уехала в большой город, вышла замуж и теперь работала в больнице. Она часто звала отца перебраться к ней, но Евгений каждый раз отказывался. Здесь был его дом, его лес и воспоминания о женщине, с которой он прожил большую часть жизни. В тот день он собирался проверить дальнюю лесную дорогу. Накануне жители рассказывали, что возле старой просеки видели незнакомых людей. Евгений решил убедиться, что никто не оставил там капканов или других опасных ловушек. Он завел старый мотоцикл и отправился к опушке. Воздух был свежим, над травой лежала роса, а где-то в верхушках сосен перекликались птицы. Деревня быстро осталась позади. Проверив несколько троп, Евгений уже собирался возвращаться, когда услышал странный звук. Сначала ему показалось, что где-то скулит собака. Потом звук повторился. Тихий, жалобный и совсем близкий. Он взял фонарь и осторожно пошел в сторону густых кустов. За поваленным деревом мужчина увидел большую дикую кошку. Это была молодая рысь. Она лежала на земле и почти не пыталась убежать. На задней лапе был старый металлический капкан. Железо глубоко впилось в тело, шерсть вокруг раны была мокрой, а животное заметно ослабло. Евгений остановился. Рысь подняла голову и посмотрела на него. В ее глазах не было ярости, только страх и боль. Мужчина уже хотел вызвать помощь, но заметил движение среди папоротника. Там прятался маленький рысенок. Он едва выглядывал из травы и не сводил глаз с матери. Евгений понял, что оставить животных здесь нельзя. Если рысь погибнет, детеныш тоже долго не протянет. Он медленно достал инструменты из сумки, положил рядом куртку и начал приближаться. Рысь несколько раз попыталась подняться, но сил у нее почти не осталось. Освободить лапу оказалось непросто. Металл заклинило, и мужчине пришлось долго работать ломиком. Наконец капкан разжался. Рысь попыталась отползти, но сразу рухнула на землю. «Тихо, красавица», — прошептал Евгений. «Теперь я тебя не брошу». Он понимал, что дикое животное с такой раной в лесу почти наверняка погибнет, поэтому решил отвезти его в деревню и хотя бы несколько дней держать в старом сарае, пока не найдет ветеринара. Рысенка пришлось искать отдельно. Малыш забился под корни, но Евгений смог осторожно выманить его кусочком мяса. Он завернул обоих животных в старое одеяло и погрузил в мотоциклетную коляску. Когда мужчина въехал в деревню, соседи сразу вышли на улицу. Кто-то испугался, кто-то начал советовать оставить зверей в лесу. Один сосед даже сказал, что рысь лучше не лечить, потому что все равно останется опасной. Евгений резко ответил, что пока животное живо, он будет бороться за него. В сарае он устроил для рыси теплое место, а рысенку сделал отдельную коробку с соломой. В тот же вечер позвонил знакомому ветеринару из соседнего района. Врач приехал утром. Осмотр показал, что лапа сильно повреждена, а в рану уже попала инфекция. Спасти животное было возможно, но лечение обещало быть долгим. Несколько дней Евгений почти не отходил от сарая. Он менял повязки, давал лекарства, приносил воду и корм. Рысь сначала рычала при каждом его приближении, но постепенно перестала бояться. Рысенок тоже оказался слабым. Он почти не пил из маленькой миски и все время искал мать. Тогда Евгений начал кормить его специальной смесью, которую удалось заказать через дочь. Ольга узнала о спасенных животных и попросила знакомого специалиста подсказать, чем кормить детеныша. Благодаря этому рысенок быстро пошел на поправку. Прошло несколько недель. Рысь уже могла стоять на лапах. Она прихрамывала, но каждый день становилась сильнее. Рысенок тем временем начал бегать по сараю, играть с соломой и пытаться ловить старую тряпку. Евгений привязался к ним, хотя понимал, однажды придется отпустить обоих. К началу осени рысь полностью окрепла. Однажды утром дверь сарая оказалась открытой, а внутри никого не было. Евгений вышел во двор, посмотрел на лес и тяжело вздохнул. Он надеялся, что спасенные животные вернулись туда, где им и место. Прошло несколько месяцев. Зимой мужчина несколько раз замечал на краю леса знакомую рысь. Она никогда не подходила близко, но иногда шла параллельно его дороге, словно сопровождала его во время обхода. Евгений улыбался и тихо говорил: «Узнала,
все-таки. Время шло. Ольга решила приехать к отцу вместе с семьей. Она хотела познакомить его с маленькой дочкой Верой, которой недавно исполнилось несколько месяцев. Дом сразу наполнился шумом. Евгений был счастлив. Он постоянно носил внучку на руках, показывал ей двор и рассказывал, как когда-то встретил в лесу маленького рысенка. В один теплый вечер семья сидела возле дома. Вера уже уснула в своей комнате. Ольга несколько раз заходила проверить ребенка, после чего оставила окно немного приоткрытым. Ночью Евгений проснулся от странного звука. Сначала он решил, что это ветер, но затем услышал легкий скрежет со стороны чердака. Он вышел в коридор и заметил на деревянном полу следы грязи. Они были явно нечеловеческими. Мужчина поднял голову и увидел открытую дверцу на чердак. Сердце у него забилось сильнее. Он медленно поднялся по лестнице, а потом услышал тихое шипение из комнаты внучки. Евгений замер. Дверь была приоткрыта. Внутри, возле детской кроватки, сидела рысь. Это была та самая спасенная самка. Евгений узнал ее сразу по слегка прихрамывающей задней лапе. За спиной мужчины появилась испуганная Ольга. Она хотела броситься к дочери, но отец остановил ее рукой. «Не двигайся». Рыся смотрела не на людей, а под кроватку. И тогда Евгений услышал странное шуршание. Вера внезапно заплакала. Ольга хотела забрать ребенка, но рысь зарычала и прижалась к полу, словно пыталась закрыть собой кроватку. Евгений включил свет и увидел, как из маленькой щели возле стены показалась голова змеи. Все замерли. Под полом находилось старое пространство, соединенное с заброшенным погребом, через дыру в фундаменте. Туда, судя по всему, проникли несколько змей. Рысь заметила опасность раньше людей. Она пришла в дом не ради добычи и не собиралась нападать на ребенка. Наоборот, она охраняла его от того, что скрывалось под полом. Евгений быстро разбудил зятя Артема. Вместе мужчины осторожно открыли старую крышку погреба и обнаружили там несколько змей. После этого стало ясно, почему рысь несколько раз появлялась возле дома. Она знала, что внутри поселилась опасность, и приходила проверить место, где спала девочка. Когда все закончилось, Ольга долго стояла рядом с отцом, не в силах произнести ни слова. «Папа, ты спас ее когда-то», — наконец сказала она. «А теперь она спасла Веру». Евгений посмотрел в окно. На краю двора стояла рысь. Она несколько секунд смотрела на дом, затем повернулась и исчезла в темноте. Мужчина понял простую вещь. Добро не всегда возвращается сразу. Иногда проходят месяцы или даже годы, прежде чем человек узнает, что его поступок изменил чью-то жизнь. Утром рыси уже не было, но на снегу остались следы, ведущие к лесу. Евгений улыбнулся и тихо сказал: «Иди, подруга. Теперь я знаю, что ты все помнишь». Дорогие зрители, как вы думаете, могла ли дикая рысь действительно почувствовать опасность и защитить ребенка? Напишите свое мнение в комментариях. Если история вам понравилась, поддержите ее лайком и подписывайтесь на канал.